Давненько не было прямых эфиров, поэтому сейчас решил его все-таки провести. И что же сегодня будет в ролике? Это сорт крупинка, как вы могли, в принципе, увидеть на заставке, да? Это сорт крупинка именно идет брусками. То есть вот в таком формате он мне нравится больше всего. Следующий момент – это мел тюменский. Тюменский один из таких прям фаворитов моих, поэтому как же я не мог его добавить, его тоже обязательно добавил. И уже полюбившийся мне сорт Святик я также обязательно добавил. Потому что если я его кушаю очень часто, пришлось его добавить. Поэтому сейчас начну кушать. Там, как только от вас появятся какие-то вопросы, я обязательно на все вопросы отвечу. В общем, поехали. Начнем с сорта тюменский. Это для меня лично давно полюбившийся мне сорт. И вот ему бы просохнуть еще, я не знаю, просто вот прям в идеальной просушке. Он находится прям, не знаю, как объяснить, но это мой любимый все-таки сорт. Многие знают, за что я люблю именно этот сорт мела. Это за то, что большинство сортов идут такие, что у них есть какой-то свой определенный вкус. И если этот вкус как-то меняется, и в принципе с этим мелом особо ничего не покушаешь, так вот этот именно сорт тюменский, он идет такой, что в нем наоборот будто чего-то не хватает. То есть, как объяснить правильно-то? Он немножко безвкусный. Безвкусный, и поэтому много с чем его можно кушать. Вот это я как говорил, то что он твердый, да, идет действительно, но если его сравнить, допустим, с сортом крупинка, то крупинка намного тверже, но с крупинкой навряд ли вы покушаете много глины и так далее. Крупинка именно очень вкусная в своем понимании, только когда ее кушаешь без всего. Потому что это нужно быть еще любителем данного сорта, так как сорт крупинка идет печной вкус, вот этот, знаете, когда в баню заходишь разогретую, в принципе, разогретые глины, в принципе, запах глин и вот это вот, в общем, все. Поэтому у каждого сорта все-таки есть свои минусы, но плюс-минус я люблю все сорта. Это сорт тюменский. Прямых эфиров не было, наверное, мне кажется, полгода. И конкретно данному куску прям нужно просохнуть еще. Из прям полностью просохших у меня здесь это сорт крупинка. Он, в принципе, сюда приходит и уходит сухим. И вот такой вот пласт. Это еще из предыдущего ролика сорт Святик. Я его немножко так обдолбил, так скажем, да, колку с ним провел, чтобы более удобный он был в поедании. Поэтому сейчас думаю попробовать его. Ни хрена себе кусочек. Даже сейчас, как и говорил, не знаю, с чем это связано, но Святик мне вот нравится именно маленькими кусочками кушать. Так прям известь, вся звездка вот эта вот, она очень сильно чувствуется. Хотя, возможно, с многими сортами так.
Так, ну давайте немного почитаю, что вы пишете. Любимый сорт глины какой у меня? Всем еще раз привет. Ну, на данный момент, наверное, Туркестан коричневый. Так, тут уже ответил. Мне 21. Сделать имейл за 0,5. Не совсем понял сообщение. Чем сейчас хочу, уже ответил. Еще раз всем привет. Да, привет из Тюмени в том числе вам всем. Так, дачный песочный сорт. Дачный, да, дачный песочный. Классный хруст, спасибо. Не совсем понятно для меня язык промелькнул. Да, кстати, из Белгорода там тоже привет передают, откуда почти все приходит. Так как ноутбук у меня пока так не появился, приходится читать все так и снимать на телефон. Ну, кто часто смотрит мои ролики, знает, что я мел в основном весь проглатываю, так как, ну, всегда есть описание, если есть новые сорта, новых сортов очень много, поэтому все описания, они идут непрерывные, а там, соответственно, видно, что если ролик нигде не облизался, значит, соответственно, я же мел не куда-то, зайчику здесь убираю, да, и тут мешочек такой потом образуется. Но нам не нравится, когда вы кушаете маленькими кусочками, нам нравится прям большими. Ну, для роликов я как бы, скажем так, не против, да, заснять. Но опять же, просто для себя, для своего поедания я об этом объясняю. То есть мне намного приятнее кушать маленькие. Пиленый нестандарт в наличии только сорт Акбулак. То есть он, в принципе, всегда и был в наличии. Это даже не стандарт, а это плитки. Ну, за эфир у меня как бы тарелочка-то тут здоровенная, но тут всего 3 сорта. Это, как я сказал, 2 кусочка вот таких вот пиленых, сорт крупинка, тюменский в огромном количестве, ну хотя в одинаковом количестве с сортом святик. Так, уральская. Кстати, да, уральская мне тоже очень сильно понравилась. Они примерно, наверное, даже на одном уровне. Хотя уральской, я бы, если начал кушать, да, я бы ее съел намного больше, потому что... Я вот, кстати, когда попробовал Туркестан, вот этот второй, и в описании сказал то, что я сделаю большой СМР-ролик с ним, я немножко переборщил, так как я уже покушал в описании его. Потом, когда в СМР начал кушать, я понял, много я его не съем. Уральской бы я съел намного больше. То есть он какой-то очень такой монотонный, приторный, не знаю даже как объяснить. Но он вкусный, если попробовать немножко. Вот, допустим, сорт святик идет без вкраплений. Очень жирный, глиномел. 90 к 10, 90% у него это мел, 10 примерно глина, 10-20, да. Поэтому и является одним из самых любимых сортов. Так как большинство жирных не отдают вот таким вот классным вкусом, побелочным, а святик именно такой. Ну, когда будет еще стрим, в зависимости от того, насколько он нужен, да, будет, так скажем, для вас. То есть, если вам зайдет, как формат, допустим, постоянных роликов подобных, то буду делать часто. Сейчас попробую раз в 5 дней сделать. Будет заходить, будут идти чаще.
Доставка в город дороговато. Но это опять же нужно уточнять, смотря чем. Привет из Казахстана. Всем еще раз привет. А завтра еще скидка действует на Уралку. Ну, зайдите в группу, там посмотрите, там информация есть, я просто не помню, до какого числа я указал. Помню, что 2 дня всего указывал, либо даже 3. Поэтому думаю, завтра еще действует. Сколько в день я съедаю мелой глины? Когда раньше проводил прямые эфиры, этот вопрос был самый часто задаваемый. В день я съедал примерно, неинтересно, сколько там снизу сообщений, надеюсь, я там не буду долго листать. В день я сейчас съедаю, ну, не прям каждый день, но последние дня 4 от полукилограмма до килограмма, это точно. Обычно, когда уже переел, прям мне уже плохо стало, да, грубо говоря, я стараюсь делать как? Я всегда ставлю себе такое внушение, что теперь кушаю только на роликах. Но практически никогда этого не получалось кушать только на роликах. Поэтому в основном очень много ем, правда, очень много. В общем, следующий сейчас буду пробовать крупинку. Хотел на автомате из-за того, что раньше, когда я прямые эфиры проводил, ложил себе полотенце. Думаю, нафига я его сюда ложил? И сейчас понял, потому что руки вот такие, а комментарии читать не нужно. Мокрый мел. Ну, хорошо, сейчас мокрый попробую. Это уральский вкус, какой я не пробовал. Сколько лет вы кушаете? Тоже, кстати, самый часто раньше задаваемый был вопрос, да и сейчас, уже на который я не отвечаю. Но раз давно не отвечал, хорошо. Кушаю я с самого детства, это прям с раннего еще, прям с самых лет 6, наверное, я вот так вот кушаю его примерно. Раньше кушал именно школьный мел, потом, когда переехал в большой город, там в школе не было этого школьного мела, и начал кушать вот этот вот альгель, или алгем, как правильно называется, уже не помню. Я его кушал несколько лет, пока не попробовал первый раз природный мел. После этого этот мел канцелярский я больше никогда не ел. Так, привет из Молдавии. Скажите, пожалуйста, какой сорт мела жирный и без крупинки? Вот опять же, нужно понимать, что в вашем понимании означает без крупинки, да? Допустим, в данном случае я вам могу предложить прессованный мел сливки, то есть просто жирный сорт, и, допустим, соответственно, он идет так, что там не то, что нет крупинки, там он сразу же растворяется. И вот нужно понимать, это для вас то, что нужно, да, или вам нужно просто, где вот минимум крупинки. Если минимум крупинки, то это, допустим, сорт святик. Откусывается прям с хрустом, он прям жирный, немного хрустит, крупинки у него практически вообще нет. То есть ты его откусываешь сначала, да, вот этот хруст идет. Но если особенно ты водой запьешь, он практически сразу же исчезает. Поэтому нужно тут уже самому смотреть, пробовать, потому что чем чаще ты разные сорта новые пробуешь, тем больше ты понимаешь, ага, я думал, вот там не было крупинки, а оказывается вот здесь. Или же наоборот думаешь о том, что ага, вот здесь крупинка намного мощнее, я думал там. Так, намочите пиленые мелки. Но я думаю, нет смысла мочить пиленые мелки, так как вся прелесть данного сорта крупинки, вот это сорт крупинка, да, в том, что он идет очень хрустящий до самого конца с крупинкой. Даже если его намочить, он плюс-минус таким же и останется. Но я сейчас в сравнении вам покажу, конечно, намочу. Это как бы для меня не является проблемой. Но сама суть немножко этого сорта в другом. Так. Мне нравится, когда вы кушаете маленькими кусками. Зачем зубы нагружать? Ну, здесь, опять же, каждому нравится по-разному. Раньше залетало, допустим, описание с поеданием мела, да, очень сильно в плане того, что залетало. Ну, набирались просмотры. Потом отдельные СМР-ролики с вот этим новым микрофоном начали очень хорошо набирать, а описание подснизилось по просмотрам. И теперь почему-то заново набирают описание очень много. Это вот тоже странный момент. Но, опять же, кому как интересно, как это работает, я до конца тоже не понимаю.
И по поводу вот что хотел сказать. Насчет того, что я соединял форматы, вот спрашивал вас мнение как в ролике, так и, как они, не в закладках, а вот эти вот публикациях, да? Я сейчас как все-таки сделаю? Были варианты, когда вы предлагали, что можно, допустим, оставить формат описания АСМР, колка и шипения, и все это сделать вместе, а АСМР хруст сделать в отдельный ролик. Ну, это невыгодно лично мне немножко, потому что, допустим, если мы берем АСМР колку и АСМР шипение, то монетизация включается полностью на протяжении всего ролика, и она там без ограничений. Если же я ставлю, ну, плюс вот эти два ролика, и здесь же добавлю описание, в описании идет хруст, и поэтому там будет ограничена монетизация. То есть здесь я все-таки разделю эти два момента. Я бы мог соединить, опять же, описание и полностью вот этот вот ASMR формат, но это не совсем, мне кажется, правильно, поэтому будет все-таки, наверное, три формата описания одного сорта. Вот так правильнее назвать. Еще раз в эфире Святик, Тюменский и Крупинка. Пора пробовать, я думаю, Крупинку. С этого сорта я вообще балдею. Я бы не смог его кушать на протяжении большого количества времени, каждый день по полкилограмма, конечно, но съесть один-два куска вот так в день, это прям даже больше кайф, я бы сказал. Ну что за мощный хруст. Это именно сорт крупинка жирного вида. Есть еще сухой, глиномел и песочный. А мел и глина одинаково по составу? Ну, вообще в любом случае нет. Хотел просто сначала спросить, как бы, типа, по химическому какому-то составу или просто, ну, вот, как человек может определить, так скажем. То, ну, в любом случае, это разные вещи. Thanks. Этот мел, нет, это не школьный мел. Школьный мел это ближе что-то, типа, булака, вот что-то такое. А это не школьный мел, это просто пиленый мел из стандарта. То есть это то же самое, допустим, сорт Белая гора и пиленая Белая гора. То есть как-то так. Так, нет, это не школьный мел. Ну да, спасибо. За меня там уже везде все поотвечали, так как все-таки здесь слишком много я, походу, задержался. Сколько тут вообще? Немного осталось комментариев, на которые я не ответил. Ну, сделаю так, правда, у меня тут один стаканчик воды. Ну да ладно. Я надеюсь, этого хватит. Теперь пробуем. И слушайте, как он поменялся или не поменялся. Конечно, чуть-чуть все-таки поменялся по хрусту, но он остался таким же продолжительным.
Но жирность особенно вот здесь интересна именно в этом пиленом. Тоже ем тюменский сейчас. Привет из Тюмени, да. Всем привет из Тюмени в том числе. Прямой эфир, да, я всегда сохраняю, поэтому в этот момент можете не переживать. Планирую ли я хрустеть мелом с пастой? Да, планирую, просто сейчас много чего есть, что снимать, так скажу, да, и поэтому пока что в ближайшее время не планируется. Но какое-то ближайшее время? Это на время, пока я снимаю Туркестан и Тунгуш-Тарас. Дальше, в принципе, могу. Ну, там есть у меня еще и узбечка розовая и голубая. Но посмотрим по опроснику, что вас больше будет интересовать, то и сниму. Так, хороший вопрос. Привет, замочила глину вкусно с мелом, а потом высохла, думала так хрустеть, но она стала безвкусной в сухом виде. Возможно, знаешь из-за чего? Не то чтобы знаю из-за чего, но я делал что? Я брал, получается, также крошку ассорти, примерно из 100 сортов, 100 или 150 даже там было сортов. Эта крошка собиралась у меня многие месяца. Я ее собрал, решил сделать из этого всего печеньку. Когда это все дело замочил, ролик, кстати, с этой печенькой вы можете посмотреть на канале, так и называется, меловая печенька из каких-то там сортов. Так вот, когда я это все замачивал, перемешивал и так далее, запах стоял мощнейший. И звездки, да вот этого всего подряд, именно классического вкуса мела. Он настолько усилился из-за того, что я вот когда залил все это водой, не то, что много было сортов, он просто многогранный из-за этого стал, да? Понятное дело, из-за этого не увеличится. Но насколько он был насыщенный и классный, я просто кайфовал. Даже когда я вот эту пасту просто пробовал, да, как я это же все голыми руками делал, вкус мощнейший был. А когда это все высохло, я думал тоже сейчас как похрущу, там такое многогранство вкуса будет, а вкус практически весь куда-то исчез. Ну вот, опять же, кто его знает, от чего это зависит, но возможно именно если сравнивать меловой пылью вот этой, да, там прям почти пыль была, крошка и пыль, то скорее всего, когда я ее залил водой, запах вот этот вот не моментальный, ну такой молниеносно, так скажем, появился. А когда все высохло, там куда-то все это ушло, испарилось и так далее. Скорее всего, как-то так это работает. Но, возможно, кто-то знает более развернутым ответом, может сказать, то давайте, буду только рад. Проблем со здоровьем нет, почему бы просто не хрустеть? Проблем со здоровьем нет, почему бы просто не хрустеть? Да особо бы как бы нет. Удивительно, но факт, перестала есть мело, началась изжога. Надо, похоже, снова заказывать. Ну, кстати, да. Вот у меня за всю жизнь, наверное, изжога, вот и реально по пальцам можно посчитать, раз 5, наверное, была. Привет, я тебя очень давно смотрю. Подскажи высшие сорта мелой глины для начинающего мелоеда. Для начинающего мелоеда я бы посоветовал, наверное, заказать либо пробник у кого-то, да, либо у меня, либо у кого-то, у кого, если у вас, допустим, ближе заказать. Или же, если вы не хотите заказывать пробник, то из мела как можно выбрать? Вы можете взять, допустим, из сухих сортов 3 штуки, из жирных сортов 3 штуки или по одному вообще, да, из глиномелов и из песочных. Вот у вас 4 основных, так скажем, аспекта есть, 4 сорта, да, попробовали, более-менее определились, там заказывайте больше. Из глин, ну тут очень все странно, потому что они все разные, причем максимально разные, и поэтому здесь я так не подскажу. Грубо говоря, даже если взять Туркестан серый и коричневый, да, а там вообще всего около 8 Туркестанов сортов, то опять же вы не можете там взять из Туркестана, допустим, один и с помощью этого одного определить, а нравится вам Туркестан или нет, потому что, ну, плюс-минус они там практически все разные. Ну, пока что я попробовал досконально два, но в этом уже убедился. Пасту обязательно сделаю. Голубую узбечку я пробовал. На вид она для меня капец галька-галькой. Ну, что-то такое. Пасту сделаю, но чуть позже. Пока что есть что снимать.
Теплый привет с юга. Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Спасибо большое, что смотрите. Еще раз всем привет. Так, впервые смотрю прямой эфир на YouTube. Сделайте потом вырезку с хрустом из эфира и залейте. Нет, вырезок я не делаю с прямого эфира, я просто сохраняю прямой эфир весь. Так, мел Антошка пробовали? Антошка? Нет, не пробовал. Ну, многим он не то чтобы прям нравится, но говорят, кто-то говорит, что это канцелярский мел, кто-то говорит, что это вообще не канцелярский. Так, какие глины не залипают? Я просто стараюсь пока что отвечать на все ваши сообщения, поэтому, возможно, что-то находится далеко еще снизу. Уральская не залипает, матрешка. Да, уральская мне тоже нравится. В Москву доставка сколько стоит? Вообще это все дело, раньше бы я вам сказал, делается через группу ВКонтакте, которая указана как сейчас, так и после эфира будет указана в описании к эфиру. Но так как уже очень много заказов отправляю, и в Москву это одни из самых частых заказов, то могу сказать так, до 4 килограмм это будет стоить примерно 240 рублей, ориентировочно так. Так, снимайте почаще, нравится видео, спасибо. В Москву доставка сколько стоит, ответил. Не думаю, что есть туркестанский, который не залипает. Туркестан коричневый по минимуму. Сейчас, в общем, долистаю этот чат до конца и похрущу, потом заново поотвечаю. Антошка залипает, тут я не подскажу, что такое СМР. Ну, проще вам зайти в Google да загуглить, это все очень просто. Антошка вроде меня так, вы глотаете, да, я глотаю. Вот в комментарии пишут, что человек кушает глину, хочет кушать мел, но не может из-за того, что болит живот. Возможно, это из-за того, что вы кушаете мела много, возможно, и даже если немного, просто много кто писал в комментариях, что, допустим, перестали кушать мел, сейчас перешли на глину, так как менее она безопасна, не знаю, как сказать, да, возможно, организму она более безвредна, как сказать. Ну, я как бы кушаю мел, пока что прям плотно на глину не перешел. Уральская мне очень сильно понравилась, Туркестан, наверное, на втором месте из глин сейчас. Я так понимаю, комментарий это когда жрешь на камеру, на коверу. Это к тому, что такое СМР? Нет, СМР это не совсем это. СМР это звуки в основном. А не то, что кто-то кушает на камеру, и это вообще не обязательно нужно кушать. С Белым Туркестаном, да сейчас в принципе подряд ролики с Туркестаном пойдут, поэтому он довольно быстро закончится. Ни одного КГ на месяц хватит. Ну, ни одного КГ на пару дней, может быть, хватит. Пробовал ли я мел с пастой? Пробовал. Как мне? Ну, это интересно, чтобы попробовать раз в какое-то время. Но не на постоянной основе. На постоянной основе, наверное, не очень. Белая гора, да, классный сорт. Правда, в последнее время пару раз приходило тут песочный. А какой-то сорт Чураева, если не ошибаюсь, вообще приходил последняя поставка горький. Это было прям обидненько. Лунный, я не знаю, лунный не пробовал, поэтому не подскажу, песочный или нет, но думаю, в чате, может быть, подскажут. Какая моя норма в граммах, в смысле, в день скушать? Не знаю. Идеально было бы, если бы съедал грамм 200, не больше, и то это, наверное, много. Я так кушаю намного больше.
Вот тут задают еще вопрос, это нормально ли то, что мел человеку противен, а глиномел прям... Ой, глиномел говорю. А глины прям пример вкуса, шедевр вкуса. Ну, возможно, вы не попробовали все сорта. А вообще, чаще всего, кому нравятся глины, но не любит он мел, чаще им может понравиться только глиномелы. Это такие, как даже святик, скорее всего, вот не подойдет, который здесь лежит, он ближе к мелу идет. А такие искушения, подвислые, вот такие, возможно, вам понравятся. И то не факт, смотря какие глины любите. Узбечки пробовали глины? Ну, вообще пробовал, но ролик еще с ними не снимал. Нет, у меня две штуки, это, хотя я не знаю, какие у них еще названия есть, но у меня узбечка голубая и розовая. О, еще один супер популярный вопрос раньше на прямых эфирах, это смотрю ли я кого-нибудь из блогеров мелоежек, например, Марта Рива, любительница мелоглины. Нет, как раньше не смотрел, так и сейчас не смотрю, ну, потому что мне это не совсем интересно смотреть на кого-то, так как у меня столько этого всего запаса, то, что как бы и сказать нечего одним словом. Аж подавился. Марта Рива часто возникала в прямых эфирах, помню, как-то раз вроде бы она даже на нем была. И, ну, раз заходил, понятное дело, видел, что это за человек, чем занимается и так далее, да. Но так, чтобы смотреть, кого-то нет. Какой у меня рост? Ну, где-то 1,75 м, может быть. Сколько стоит доставка в Москву? Аж человек раз 7 написал. Но я же ответил уже. Все от КГ зависит. Отправляете ли мел за пределы России в Казахстан? Ну, в Казахстан это одна из самых легких доставок после России идет. Поэтому, да, довольно часто отправка туда идет. Ну, я отправляю, господи, в Париж заказ делают. То есть, действительно, за границу заказов очень много идет. Доставка сколько стоит в Москву? Господи, я так долго не отвечал, что ли, на этот вопрос. Можно больше хруста, обязательно будет. 2500. Нормально. Здравствуйте, можно ли у вас заказать мелоглину в Хокасию? Сколько стоит за КГ у вас? Ну, смотря сколько вам чего нужно и что именно нужно, потому что у глины одна цена, у мела другая. И если у вас большой заказ, то есть это опт, то, соответственно, совершенно другая будет стоимость. Ну, этот мне сейчас что-то особо прям понравился. Жирная крупинка. Этот сорт, конечно, мало чего общего имеет с сортом курабье, или курабье, уже не помню, как называется. Но если взять тот сорт, то он мало кому нравится, песочный, тоже вот этот печной привкус у него есть. Но такие сорта оригинальны тем, когда вы уже много всего попробовали, казалось бы, вот поднадоело все, вот эти сорта выручают. Ты их пробуешь и прям что-то в новинку. Так, всем еще раз привет. Я кушаю Антошку, он классный, не отличается Антошка от канцелярского. Ну вот вам, собственно, и ответ. Вообще, когда выбирал, какие глины заказать, был слишком огромный выбор. Но я заказал самые популярные. Я думаю, со временем, когда уже многие глины, вот эти все, которые у меня есть в ассортименте, и в принципе сорта я попробую, я буду заказывать то, чего у меня нет, пусть это будет стоить дорого или дешево, неважно, да, как для продажи, так и чисто для себя, к примеру. Но важно заказать, и если это новое название мела, как какой-нибудь там, ну, я не знаю, там и красный всякие есть, да,
то его просто нужно сравнить с тем, что у меня уже есть. Потому что мне вот, допустим, интересно, так как мне вот тут кто-то написал, откуда вообще столько несколько сортов, там, что человек вел к тому, что типа одна гора. Я сначала хотел ответить, потом думаю, да ну нафиг отвечать, сейчас какие-нибудь споры начнутся. То есть человек вел к тому, что в мире одна гора с мелом, в смысле, и откуда вообще может быть даже два сорта. Ладно, там, когда под 200, под 150, под 100, да, даже под 50 сортов, да, говорят, то, что вот это все разное, но все-таки здесь уже сомнения, хотя в 50 еще можно поверить, но то, что там 100 или 200 там всяких месторождений именно гор, здесь уже, конечно, сомнения, так как если у вас в городе, грубо говоря, несколько поставщиков, то они явно добывают в одном месте, и разница лишь в том, что у них, конечно же, будут разные названия, так как им не совсем будет выгодно иметь одно. А будут обзоры глиномелов по типу апельсин, чародейка, соль? Такие даже, честно говоря, не знаю, но вообще обзоры глиномелов есть. Доставка в Чечню сколько стоит? Опять же, по доставке, допустим, в Москву я могу подсказать, потому что прямо здесь в прямом эфире, так как я часто туда отправляю. В Чечню нужен точный адрес, поэтому там только, к сожалению, можно будет подсказать в группе ВКонтакте, она есть ссылки в описании, там можно оформить все заказы. Еще, как и раньше говорил на прямых эфирах, так и сейчас, больше всего меня что забавляет, когда, ну, я напишу, допустим, мне пишут, там, можно оформить заказ, тот же WhatsApp, кстати, очень он такой марки, очень-очень. И вот, пишут, можно ли оформить заказ, я пишу, да, напишите адрес доставки, мне там пишут, грубо говоря, Москва. Ну, это ладно, когда мне еще пишут Москва. Ну ладно, давайте я договорю этот момент сначала. И потом в конце пишут там тот-то, тот-то адрес, я отправляю в Москву, мне потом пишут, а зачем вы отправили прям в Москву, мне же нужно было туда-то, туда-то, там, поселок Московской области. Вы написали, вам нужно было в Москву, я отправил вам его в Москву. Зачем же вы так пишете? Или когда спрашивают, сколько будет стоить доставка в Московскую область? Ну нифига себе Московская область, как бы ни разу не маленькая, да? Так, вот, кстати, и вопрос. Интересно, от чего зависит разнообразие мела, столько сортов? Могли ли вы прожить без мела месяц? Самому интересно, но думаю, навряд ли. Ну, смог бы в любом случае, но было бы нелегко. От чего зависит разнообразие мела? Ну, как сказать, в принципе, место рождения просто разные. Это то же самое, допустим, ближе к Тюмени, ближе к Екатеринбургу, есть Уральский Марс. В основном туда ездить пофотографироваться и так далее. Примечание этого места в том, что он действительно похож на Марс своей окраской, небольшими горами и холмами. Там даже вода красного цвета, чтобы вы понимали. И почему так происходит? Потому что там месторождение огнеупорных глин. То есть тот же пример уральская глина, да, почему она, допустим, в воде ведет себя необычно, как и в отличие от многих других сортов глин, которые просто растворяются в воде, а она именно раскалывается. Все очень просто, потому что она тоже является огнеупорной глиной, и у нее степень именно плавления, так скажем, да, температуры горения, как правильно называть, намного выше, чем у предыдущих глин, поэтому она просто, ну, она не может расплавиться даже в кипятке при 100-градусной температуре, там несколько тысяч градусов нужно, чтобы подобные глины расплавились. Сделал палочки из 4 природных глиномелов, я обалдела, как это вкусно. Вы пробовали мелокухни? Нет, честно говоря, мелокухни первый раз слышу. Но вообще всякие палочки там и так далее, это у меня часто просят, чтобы я ввел в ассортимент. Кушаю я мел с 6 лет примерно, но норма мела около 100 грамм, ну и у кого-то индивидуально. Но это опять же даже скорее всего не природного мела норма 100 грамм и не 100 грамм 20-30, а вот этого аптечного. Но все мы с вами понимаем, что конкретно этот аптечный мел, который в аптеках продается, который полностью безопасен и так далее, он практически маленькое соотношение имеет именно к природному. И опять к вопросу, откуда берутся названия мел и глин. В основном это
рядом стоящие города и деревни возле месторождений, да. А если вы слышите какой-нибудь, ой, солнышко или там какой-нибудь уже Настена, что-то такое, да, то это, скорее всего, уже просто старые названия сортов, просто появился новый поставщик или продавец, который продает под этим названием. Но это лично мое мнение, я считаю именно так. Раньше, кстати, прямые эфиры обычно заканчивались, когда у меня в стакане заканчивалась вода. Вот. Ну или когда уже проходит час. В этот момент я прям уже конкретно наедаюсь. Узбечка очень вкусный. Ну, вот голубая мне показалась довольно-таки соленоватой. А соленые я не особо люблю. А где вы живете? У вас московское время? Нет, у меня не совсем московское время. Сейчас у меня на часах без 15:09. В Тюмени я живу. Аргентина. Хай. Так, что-то еще из интересного. Мне очень нравится твое видео. Всем спасибо. Привет из Новосибирска, привет. Да, уральская глина мне тоже нравится. Был ли обзор на мел знаменский? Что-то знакомое, возможно, был. Можете посмотреть в роликах. Глиномел опрессованный, который делают сами. Например, глиномел апельсин. Состав такой-то, чародейка плюс соль. Ну, да, про такие я слышал. Вот их просили ввести в ассортимент, но нет. Сам я с таким не сталкивался, не делал этого. Их на заводе делают глиномелы украинские. А, даже так? Ну тогда тем более. Прессованные сливки появятся в ассортименте в течение месяца и, соответственно, попробую первый раз. Ну, я уже понял, что это такое, судя по вашим комментариям. Будет ли я снимать Тунгыш-Тарас? Да, уже не раз об этом говорил, особенно в последнем ролике. Он сейчас, кстати, у меня тут сушится. Поэтому совсем скоро засниму. Такой громкий хруст всегда класс. Спасибо. Аптечный мел это кальций, глюконат, он невкусный, горький, а природный лучше около 100, как минимум, но, видимо, как-то, может быть, как вы, по многу. Нет, я же говорю, то есть, именно, ну, по факту в мире даже вообще же нету ГОСТа на мел, да, поэтому как бы и кушать его по факту нисколько нельзя. То есть вот этот вот аптечный как-то что-то там, но это не мел, как вы написали, как я и говорил. Поэтому вот, я была в Тюмени, очень красивый город, да, кстати, согласен. После Тюмени вот ездил в Екатеринбург где-то около 2-3 недель назад. Небольшое разочарование словил. Привет, твое первое видео на канале было, это как-то тестировал камеру телефона? Ждем, не совсем понял вопроса. Это то, как ты тестировал камеру телефона? На канале, в смысле, основном канале, где About My Life, по-моему, он называется, или на этом канале вы спрашиваете? Тоже не совсем понял. Почему к мелу идет такое привыкание, зависимость, пью железо и все равно не помогает ничего. Хоть и гемоглобин поднимаю, капец, в общем. Ну, потому что, возможно, проблема не в железе и не в гемоглобине, а в чем-то другом. А возможно, и да, просто мощное уже привыкание идет. Вот я добрался до самого конца уже чата. И вопрос очередной, когда же будет Тунгыш-Тарас. А он будет сразу же после Туркестанов. Это сорт Святик. Какие есть нетвердые сорта и жирные? Какие есть нетвердые сорта и жирные? Нетвердые и жирные.
Прямо озадачили. Жирные почти все твердые. Поэтому не припомню, честно говоря. Психологическая зависимость. Ну, возможно, и психологическая, ну, плюс-минус, как и курение, наверное, что-то вроде того. То, что я кушаю, это сорт Святик, он идет жирный, это глиномел, но в нем 90% примерно мела, 10% глины, поэтому он очень сильно мне нравится. Вкус и звездки, хруст очень классно у него идет, но не продолжительный, довольно через среднее время, так скажем, в кашицу уходит. Ну, снежок. Опять же, какая поставка поступит, но вообще, если хорошо просушить, то относительно твердоватый. Кто пробовал нижегородские глины, скрипучие или нет? Чат, ответьте. Я нижегородские не пробовал, если название конкретно скажете, может быть, я скажу, что пробовал. А так не подскажу. Поэтому, возможно, чат вам подскажет. Так, ну, наверное, к Тюменскому стоит переходить. Ну, опять же, про Ватутин. Возможно, вам такая поставка попалась, но я вообще не припомню, чтобы он мне не твердый приходил. Если сравнить его, для меня он по твердости в сравнении, как, допустим, новый Оскол, Честер. То есть, примерно то же самое. Привет из Челябинска, привет. Так, я тоже хочу заказать и попробовать, я беременная, очень хочу. Ну да, вот чаще всего, кстати, беременные берут. Я живу, у нас продают только тунгыш раз и обычную какую-то глину. Все заказы можете сделать или даже посмотреть просто ассортимент, перейдя в описание данного прямого эфира. Будет ссылка как на WhatsApp, так как на группу ВКонтакте, так и на мой личный Инстаграм. Кстати, кому интересно, заходите. Привет из Якутска, привет. Что ж, вот мы и добрались до третьего самого задаваемого вопроса. Это были ли вы на Меловых горах? Нет, я там не был, но хотел бы побывать. Мне вот интересно, это только я вижу или вы тоже? К чему это я? Когда я листаю чат, то я задеваю же экран, на экране же его листаю, и каждый раз фокусировка ловится. Вы эту фокусировку, этот момент каждый раз видите, да, я так понимаю? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Второй телефон в этом плане бы хорошо помог, не портил бы картинку. Тюменский. Нет, скажу честно, нормы у меня практически нету, смогу есть и есть его. Единственное, почему бывает ем больше или меньше, это потому что понимаю, что уже скушал слишком много. Тюменский добывается в Тюмени, мне вот это вообще смешно, когда мне начинает кто-то предъявлять с того, что какая Тюмень, в Тюмени нету гор, зачем вы людей обманываете? Где людей обманываю? Мало того, что я рассказываю, что он нифига не в Тюмени добывается, и это глупо так рассуждать, потому что в Тюмени меловых гор нету, так я еще и его аналоги рассказываю. Поэтому очень странно. Ну да, кстати, вот допустим, по поводу больших цен, допустим, в маленьких городах, где нет практически никого, кто продает мел и глину. Да, там есть продавцы, которые прям задираются. Так, допустим, на севере, в районе, так скажем, Сургута, Ханты-Мансийска,
насколько я знаю, вот очень дорогой мел. Но опять же, может и есть кто-то, кто подешевле продает, но кто у меня люди заказывают, мне говорят, там прям дорого. Поэтому заказывают у меня. Даже с доставкой им выгоднее. Честно сказать, видела девушек и женщин, которые едят мел и глину, парня, точнее тебя, первый раз. Ну, если конкретно меня вы имеете в виду первый раз, то хорошо, замечательно, обязательно подписывайтесь на канал и смотрите, там очень много всего интересного. А в целом, ну, я, наверное, парней видел, ну, два, наверное, видел, когда еще прям плотно занимался ТикТоком, выкладывал ролики, когда я там мониторил, когда мои ролики удаляли, там вот мне было интересно посмотреть, у кого удаляют, у кого нет. Потом, когда понял, что удаляют все подчистую у кого из России, потому что есть страны, где определенные ограничения есть, как в России, допустим, да, что нельзя кушать нам вот такое вот, из-за этого удаляют. А есть страны, где да вообще пофигу, что ты хочешь там делай, и все подряд можно. Вот с этого я, конечно, просто в шоке. Нет, по поводу Тюменского, почему он так называется, это следующий момент, потому что изначально поставщик мой, конкретно мой поставщик, находится в Тюмени, да. То есть я его забираю, допустим, из Тюмени. Но, опять же, следующий такой момент, что-то я накушался, конечно. Сил просто дофига. Было вот тут еще целый до хрена какой угол. Кто не видел. По поводу Тюменского еще раз. И когда я нашел этого поставщика в Тюмени, изначально я заказывал у него. Сейчас я заказываю уже у другого поставщика, но перейдем к названию, да. Я не знал, откуда он точно заказывается, так как поставщик его заказывал не для того, чтобы там людям и так далее продавать, а там был конкретно такой момент, что это был кормовой у него мел. Я у него покупал, и один из первых сортов это был тюменский, который я попробовал. Соответственно, не зная названия, я знал, откуда он примерно заказывает, но точного названия не знал у самого сорта, да, так как его люди добывали, они не интересовались названием. Поэтому мы с подписчиками на данном канале и придумали, собственно, название сорт тюменский. Было несколько вариантов, и большинство склонилось к этому названию, поэтому он так и называется. Ну, вроде как ответил. Меловой привет. Всем еще раз привет, кто недавно зашел. Так, кстати, всегда было интересно, почему блокируют меловые видео. Может, есть какие-то мысли насчет этого? Ну вот, кстати, только что я объяснил. То есть в Ютубе таких ограничений нету, так как это, в принципе, YouTube, он принадлежит же у нас не России, да, а американский. Ну, насколько я знаю. Поэтому ограничений подобных нет. TikTok же, он ставит такие ограничения, как уже объяснил, по каким причинам и где. Если мы берем Инстаграм, то там, по-моему, вообще всех подряд блокируют, хотя я опять же видел аккаунты довольно большие. Поэтому очень все странно. Наверное, зависит все-таки от стран. Если у вас, допустим, грубо говоря, Казахстан, то, возможно, что-то не будет блокироваться. Так как, говорю, видел прям огромные аккаунты в Инстаграмах, которые не блокируются уже несколько лет. Ну, а мой аккаунт зашел, выложил пару роликов, ну не пару, там постов 50, может быть, да, и все, в блог. Там хоть ты отправляй запросы на восстановление, ничего не поможет. Так, меловая глина и мел по составу одинаково? Нет, кстати, уже отвечал на этот вопрос. В общем, если у кого-то есть интересующие его вопросы, задавайте, потому что до конца эфира осталось 5 минут. Он продлится ровно час. Мне 21. Осталось до часа 4 минуты, и водичка как раз кончается. Да, ответили верно, это тюменский. Причем довольно хорошо просушенный кусок, что ж он мне до этого не попался. Любимые сорта это уже более года тюменский, на данный момент, которые недавно появились, или в целом сейчас еще любимые.
это святик. Акбулак не назову любимым, но и иногда очень интересно его покушать. Там, грубо говоря, раз в неделю, да. Ну, прям такой специфический у него вкус. Из-за его оригинальности он мне тоже нравится. Что еще? Какой-то еще сорт был. Тюменский, святик. Ну, пока что остановимся на этом. Мел сумской? Нет, к сожалению, такой не пробовал. Эфир сохраните, зашла поздно. Эфир всегда будет сохранен. Как много сможешь мела съесть? Я сейчас, не знаю, полкилограмма точно съел за раз. Сколько вам лет? Вы что, у меня теперь каждую минуту будете спрашивать этот вопрос? 21. Как пришла идея вести YouTube? Вопрос, кстати, хороший. Как пришла идея вести YouTube? Представляете, не помню. Вот что-то почему-то захотел, наверное, попробовать, но, действительно не помню. Ну, в целом, я предполагал то, что с помощью это много принесет клиентов, если делать это качественно, так или иначе, да. И когда я уже вплотную начал заниматься продажами, когда у меня часто его покупали и начинали уже появляться постоянные клиенты, я такой подумал, почему бы не начать этим заниматься как основной работой. И уже перешел, соответственно, вот в этот формат. И подумал, для этого можно ли создать ролик, типа, как бы посмотрел меловые каналы, в принципе, люди ведут, и решил тоже попробовать. Вот, вспомнил. На меловых карьерах я не был, но очень бы хотел побывать. Возможно, скоро на глиняном карьере побываю. Надеюсь, правильно назвал. Будут еще видео с Дашей? Да, я думаю, рано или поздно будут. Привет из Караганды, привет. А как давно занимаетесь продажей мела? Ну, именно продажей мела где-то примерно года полтора, наверное, так. Вот. Для новичка уже говорил, какие брать сорта. Это один там, грубо говоря, сухой сорт или несколько также песочных, длинномел, жирных. И думаю, вы быстро определитесь с тем, что вам больше нравится. Главное, чтобы у продавца, у которого покупали, была вот эта вот разгранцовка, грубо говоря, на сухие, жирные и тому подобное. Сколько будет доставка с вашего города в Санкт-Петербург? Ну, примерно рублей 280. Опять же, зависит от объема. До 4 килограмм примерно 280. Планируете вести другие соцсети? А в каком плане вести? Допустим, ТикТок у мелового уже есть, Инстаграм у меня активно как бы ведется. Так что смотря о чем вы. Сейчас сорт тюменский. А до конца эфира осталось 50 секунд. Я пока что найду то, где я смогу смачно откусить. Вот здесь лежит конкретно то, что я буду кушать в ближайшую неделю, наверное, пару дней. Интересно, насколько этого всего хватит. Ну, килограмма 2, наверное, здесь есть. Если не больше. Да, я пробовал глиномел крем-брюле. В общем, всем спасибо за просмотр. По заказам пишите в группу в описании. И совсем скоро увидимся. Через 5 дней сниму еще один эфир. Будет востребовано, буду снимать дальше. Ватутин, Севрюха и красавчик. Пилина мне нравится. Всем